Всем доброй ночи. Перед вами кукла Екатерина. Она вроде создана по образу и подобию Екатерины II, той самой принцессы Ангальцербской. Но сегодня эта кукла служит прототипом другой Екатерины. Менее известной, но не менее важной в истории России. Потому что ее период тоже особенный. И это была непростая женщина при всей ее простоте и необразованности. Потому что она читать и писать не умела. Я как-то обещала вам рассказать про Марту Скавронскую. Ну и, если помните, у нас серия «Ритуалы великих». Это работы, заговоры, заклинания, которые я собирала как историк из разных архивов, книг старинных, записывала. Потом возникла идея их показать, подарить. И вот еще одна работа из серии «Ритуалы великих». Заговор Марты Скавронской. Марта Самуиловна Скавронская. Происхождение этой женщины очень мутное. До сих пор спорят, кто она была. Литовкой, немкой. Но больше склоняется к тому, что она была из финских кровей. Потому как часто ее презрительно называли чуханкой. Чухонцы – это финны. Хотя некоторые считают, что в петровское время чухонцами называли и прибалтов. Поэтому тут определенности нет. Тем более, что Петр Великий очень хорошо вычистил ее биографию и постарался подогнать под ее величество. Потому что она потом стала первой русской самодержавной императрицей. По сути, можно сказать, что Марта Скавронская открыла вот тот самый женский султанат только на Руси. Империю женщин, царственных женщин. Потому как после нее правила Анна Иоанновна, потом Анна Леопольдовна, правда, недолго. Потом ее свергает Елизавета Петровна. После Елизаветы Петровны Петр III недолго правит, приходит время восседать на престоле Екатерине II Великой. Собственно, на этом заканчивается. Потом начинается эпоха в тени императоров. Это уже Марии Федоровны, Александры Федоровны и прочее. Если кто не знает, почему они назывались Федоровны, чаще всего это часто встречаемые отчества российских императриц, которые в крещении были Луизы, Вильгельмины и прочее. Но брали себе Александра Федоровна, Мария Федоровна, Елизавета Федоровна. Считается, что икона, которым благословили Михаила Федоровича, Феодорская икона на царство. Это одна версия, что они брали вот это вот название Федоровны. Другая версия — Михаил Федорович, у которого отец был митрополит Филарет, потом стал патриархом Филаретом. Изначально в миру звали его Федор. И первый царь
Романовской династии был Федорович. Вот в честь этого они чаще всего и называли себя Федоровичи. Ну, а Алексеевны это первый, значит, крестный отец Марты Самуиловны Скавронской, которую крестили в православии и дали имя Екатерина. Крестным отцом был царевич Алексей, поэтому она и называется Алексеевна. А Екатерина II Алексеевна, ее крестным был Алексей Разумовский. Вот они и взяли отчество своих крестных отцов. Так вот, Марта Скавронская – это женщина с непростой судьбой. Первое замужество, 15 лет, ее выдали замуж. Она была воспитанницей лютеранского священника. Некоторые говорят, что была любовницей тайной, просто жила в их семье. Ну, как бы там ни было, Петр Великий подогнал ее биографию и, можно сказать, сравнял с биографией своей матери, которая, несомненно, была совершенно другого происхождения, Натальи Нарышкиной, которая была тоже воспитанницей в семье родственников боярина Нарышкина. Вот ее тоже сделали воспитанницей пастора. При том, что она не умела читать и писать, и за нее расписывалась Елизавета, ее дочь, которая потом станет императрицей. Невзирая на это, у нее была отличная память, она наизусть знала многие молитвы, многие рассказы, могла поддержать беседу и прочее. И, кроме всего прочего, ее обвиняли еще и подозревали, да, обвиняли, конечно, не посмели бы, подозревали в колдовстве, потому что, когда они познакомились с Петром Великим, у Петра была любовница Анна Монс, которая была очень красивой, ее называли Монсиха. Правда, она была неверной, но в любом случае Петр ее обожал. И так уж получилось, что она отобрала у Анны Монс. Более того, говорят, что она подтолкнула ее на эшафот. Хотя вроде просила снисхождения, просила пожалеть ее, как бы помиловать и сослать с России, но это так на словах просила. И она смогла повлиять на своего мужа, и тот избавился от царевича Алексея. Это все заслуга этой женщины. Родила она 8 детей, по официальным данным. Выжили только 2, Анна и Елизавета. Марта. 15 лет ее выдали замуж, ее первый ребенок умер, ее первый муж погиб. Потом она попадает в плен. Приглянулась графу Шереметьеву, старику Шереметьеву, стала его любовницей. Но близкий соратник Петра Великого Меньшиков увидел ее там и забрал себе. А у Меньшикова Петр забирает ее себе. Она была весьма опытна в любви. У нее были любовники даже при Петре Великом. Хотя, конечно, он когда узнал, то Вильяма Монса он казнил. И приказал принести, заспиртовать его голову и поставить у нее в спальне, чтобы она каждый день это видела. В день казни она с детьми занималась музыкой, делала вид, что она абсолютно безмятежна, что ее ничего не волнует. Но после того, как услышала о том, что его казнили, упала в обморок. Эта женщина была удивительная. Она была соратником Петра, его другом, сопровождала его везде, причем беременная. Может, по этой причине ее дети рождались слабые и умирали, не выживали. Но она понимала, что любвеобильный Петр, находясь один, может вполне найти себе другую и замену ей. Почему она так боялась? Потому что она сама отбила его у первой жены.
Евдокии Лопухиной. Когда мы читаем унылые письма Евдокии: «Батюшка мой свет, скучаем по тебе, яко ты нас умилостивишь вниманием своим», и вот эти все нытье и плач. Дунька Несмеяна, так называл Петр Великий свою первую жену, она все время плакала, плакала без конца. Он убегал от нее, можно сказать, не приходил, уходил в немецкую слободу. Там у него были его веселые девчонки, скажем, раскрепощенные немки, с которыми ему было интереснее проводить время, чем с унылой Дуней. Но Дуня родила сына Алексея, которого сестра Петра Великого, тоже Наталья, отобрала и воспитывала сама. То есть Дуня там не играла никакой роли. Но он сказал: пока моя мать жива, я Дуню не трону. Ради матери он пожалел ее. Но как только Наталья Нарышкина умерла, он тут же сослал Дуню в монастырь. Через некоторое время, узнав о ее похождениях с каким-то офицером, он, значит, ее наказывает, отправляет еще дальше. Офицера казнили. Дети рождаются вне брака. Все его дети родились от Екатерины I вне брака. Единственное, Петр, маленький сын Павел, насколько я помню, его назвали, который тоже не выжил, хотя был объявлен наследником престола. Он только родился в браке. Именно поэтому во время воцарения Елизаветы Петровны с этим были большие проблемы, поскольку не хотели ее принимать, она считалась незаконнорожденной, без церковного брака. После чего он берет ее во дворец и коронует наравне с собой императрицей. Но к концу жизни Петр очень сильно пожалел об этом и начал думать о том, чтобы ее тоже сослать в монастырь или брак признать недействительным, поскольку она не родила наследника. И начал поглядывать на молодую молдавскую княжну. Но через некоторое время таинственным образом умер. Некоторые говорят, что отравили, но это не факт. Хочу вам сказать, что она приказала сделать восковую фигуру Петра Великого и сажала рядом с собой. Этот факт малоизвестный, но он имеет место быть. Почему? Напоминая все время, что она не одна управляет, и что управляет государством благодаря и по воле своего почившего супруга. Меньшиков все устроил, конечно, ее любовник. Меньшиков имел неограниченную власть при ней. Но его свергли после того, как ее не стало, и когда на престол воссел Петр III. Он потерял контроль над ним. В какой-то момент очень сильно заболел, отошел от дел, и, долгорукие успели его переманить на свою сторону. Но это очень долгая история, связанная с интригами, с переворотами и прочее. Марта. Эта женщина была скромна. Она знала свое место. Описывает ее одна из герцогинь, версальская герцогиня, которая была то ли в гостях, то ли они были у нее в гостях, неясно, но она говорит: было ощущение, что это была какая-то торговка, которая одела старомодное платье. Ее многочисленные ордена, и медали, которые висели на ней, было ощущение, словно это наряженная елка, которая все время звенит и звякает при хождении. При всем этом, хочу вам сказать, она была светловолосая, но мы ее на портретах видим темноволосую, черноволосую. Она была очень светлая. Все ее описывали, что вначале, когда они встретились, она блондинка,
У нее были очень светлые черты лица. Но на портретах мы видим женщину-брюнетку, причем жгучую. Почему? Она хотела быть похожей на Наталью Нарышкину. Петр обожал свою мать. И некоторые даже подозревали, что он просто искал похожую на свою мать. Все его женщины чем-то похожи на Наталью Нарышкину. Он очень любил мать. И чувствуя нутром внутри себя, имея большой опыт общения с мужчинами, она понимала, что она должна понравиться ему тем, что напоминает мать. Она перекрасилась, чернила брови и старалась в походке и в разговорах походить на Наталью. Ну, насколько могла это сделать, потому что она ее все-таки видела при жизни. Далее. Невероятная скромность. Она все время подчеркивала, что она помнит, кто она, а кто другие женщины царских кровей. Никогда себя выше не ставила. Это очень нравилось вычурным и чрезмерно, скажем так, гордящимся своим родом высокородным дамам. Она вела себя скромно. Не вмешивалась в разговор, пока ее не спросят. Когда-то, когда турецкий султан окружил армию Петра Великого, она вдруг предложила отдать ему все свои сокровища, все свои драгоценности. Петр, конечно, этого не сделал, но был очень тронут этим. Петр Великий мог спать на ее груди несколько часов. Она неподвижно сидела, чтобы он отдохнул. Его приступы, которые возникли еще в детстве, некоторые называли это эпилепсией, некоторые называли это приступы, то есть нервозности и прочее. Но как бы там ни было, у него в детстве, когда он увидел, как его дядю и прочих родственников Нарышкиных подняли на мечи, когда устроила бунт сестра Софья, вот с того времени у него начались приступы ярости. Он мог упасть и биться головой. Так вот, в этот момент всегда звали, как ее называли, матушку. Она прибегала, начинала гладить его волосы, Петенька, Петенька, и он засыпал. Он засыпал и просыпался отдохнувший, спокойный. То есть она стала для Петра Великого незаменимой. Он искренне ее любил, хотя, конечно, изменял. И вот письма, которые она пишет Петру Великому, в отличие от унылой Евдокии, которая вечно плакала и слезы лила, она очень такая остроумная, юморная. Не сама писала, конечно. За нее писали фройлины, но диктовала она, естественно. И она говорит: Ваше Величество, я знаю, что у вас новая прачка появилась, но вы не забывайте и о старой прачке, поскольку она изначально была прачкой. Когда ее взяли в плен, она там некоторое время работала прачкой. Да и вообще прислугой была всю жизнь, до встречи с Петром. И Петр пишет: но если учесть, что этой прачке 60 лет, то ваша ревность мне непонятна, друг мой. Конечно, соврал, но приятно. Одним словом, некоторые современники Марты утверждали, что она, будучи в доме лютеранского пастора, очень часто слышала и для себя как бы откладывала в голове определенные тайные знания, которые ей помогли достичь успеха. Естественно, обычный человек, если его не выбрали силы, он никогда не поднимется до определенных высот. Естественно, ему нужно покровительство какой-то силы. Знает он об этом
или у него миссия, которая должна быть выполнима, и поэтому силы помогают. По-разному бывает. Но ее фройлины записали несколько ее так называемых заклинаний. И вот одна из этих заклинаний на латине. Есть такая книга, называлась «Судебник». Его издали в 1800 каком-то, честно, не помню, году. И там случаи, когда судили людей за колдовство, изгоняли монахов, когда находили у них там какие-то письмена, которыми они привлекали к себе женщин. И вот в этом судебнике, по-моему, называется «Мистический судебник», я сейчас точно не помню, я вот там нашла определенное количество работ у себя переписано, но эта книга, не знаю, даже можно найти или нет сейчас. В ограниченном, значит, количестве оно было издано и больше не издавалось, не переиздавалось. И вот в этом судебнике, в этой книге есть такой рассказ, как у фройлины Екатерины I после ее смерти нашли некоторые записи. Ее судили. Анна Иоанновна учинила допрос, она думала, что она читает на нее и прочее. И те, кто разбирались в латине, сказали, что это какой-то призыв победы, призыв сил для того, чтобы они помогли победить, что это очень древнее, какое-то древнее заклинание. И Анна Иоанновна как бы успокоилась, но их все же изгнала из дворца, с глаз долой и сердца вон. А вот эти документы, они остались, что там было какое-то разбирательство дворцовое, где фройлины Екатерины I оказались в подозрительном таком положении. И она объяснила, что она записывала за ней, потому что та выходила, становилась, значит, в парке, в саду, приказывала ей отойти подальше и что-то начитывала в полголос. Но так получилось, что она, собственно, постоянно выходя с ней, наизусть это запомнила, выучила и у себя сделала записи. Теперь, пользовалась ли Марта Скавронская магией? Вы знаете, в то время, и сейчас не меньше, и в то время тем более, и в лютеранских семьях очень часто, во-первых, изучали латынь, и они более чем кто-либо изучал магию, понимая, что эта сила существует, особенно католическая церковь, она относится к этому с большим интересом. Не просто так в Ватикане находится самый большой архив магии, магических заклинаний, магических книг. Если кто-то видел у Папы Римского книга мертвых, это тоже, скажем, книга заклинаний, книга призыва сил. Поэтому они к этому относятся с большим интересом. И могу допустить, что Марта Скавронская обладала определенными, не силой, но знаниями. Эти знания помогли ей вначале покорить сердце Петра Великого, потому что он был полностью ей покорен, человек, который не был обделен вниманием женщин, у него были очень красивые любовницы, вдруг выбирает невзрачную, маленькую, такую необразованную Марту Скавронскую. Конечно, были ее личные качества, которые он ценил в ней. Во-первых, ее успокоительный голос, который приводил в порядок его. Она предугадывала, понимала, что хотел Петр, никогда не вмешивалась в его дела, никогда не давала советы, зная, что мужчины это не любят, пока ее не попросят. У нее был большой опыт общения с людьми разными. Она была
своего рода психолог, можно сказать, потому что человек с тяжелой судьбой, конечно, понимает, как себя вести, где что нужно говорить, чтобы выжить. Умела привлекать к себе внимание, влюбить в себя. Вот этими качествами, кстати говоря, воспользовалась и Екатерина II. Дарить подарки, поздравлять с днем рождения, знать имена и прозвища собак, кошек. Как она говорила, меня к трону привели старухи, старые дворянки, с которыми я общалась, спрашивала, как их здоровье. Им это очень нравилось. Вот она все очень многое переняла у Екатерины I. То есть привлечь к себе внимание придворных бесконечными подарками, значит, приглашениями на бал и прочее, прочее. Это понятное дело, но таких шустрых женщин, остроумных и как бы еще и красивых было немало. Но они не добились этого трона. Хотя они говорили, становясь любовницами Петра Великого, причем об этом знали их родственники, и отец, и муж. Они говорили, были рабыни, стали богини. Они этим гордились, радовались. Но в любом случае дальше любовниц, дальше постельных утех не пошло. А Марта стала сначала любовницей, близким другом Петра, потом его законной супругой, потом императрицей, а после уже правила как бы стала самодержавной императрицей России первой, причем в истории, когда женщина была на троне не регентшей и не временный как бы представитель, а именно управитель. Хотя до нее, конечно, были правительницы, та же Софья, но она правила, должна была править до совершеннолетия братьев, не более того. А здесь совершенно иное. Так вот, добиться этого всего. Версии разные, конечно, но я считаю, что все-таки без магии здесь не обошлось, тем более, что ее фрейлины или фройлины, по-разному их называли, они оставили в истории эти записи и рассказали об этом. Значит, все-таки нет дыма без огня. Тем более, что Анна Иоанновна очень сильно испугалась этих заговоров и решила учинить допрос и суд. Значит, она понимала, что они имеют какую-то силу. Значит, ей объяснили кто-то. Итак, хочу вам подарить то самое заклинание, которое записала ее служанка, доверенное лицо, и которое через века дошло до нас. Это заклинание на латине. Ну, я несколько раз прочитаю. Можете, конечно, русскими буквами написать на слух. И как можно произносить? Поскольку она говорит, что Екатерина I просила отойти их в сторону, и она остановилась возле деревьев. Значит, она говорила это в открытое пространство, значит, следовательно, можно прочитать в открытое пространство, то есть открыть окно и читать. Там нет определенного количества, не написано, сколько она читала, каким образом читала, и она это читала перед какими-то решающими событиями в своей жизни, после чего все получалось так, как ей нужно было. Сказано, что она это начитывала, например, перед приездом Петра, когда ей нужно было что-то просить у него. И он, как ни странно, соглашался потом с ее мнением. Одним словом, если женщина добилась престола, будучи простолюдинкой, необразованной, у которой не было никакого шанса этого добиться, в итоге стала единолично править, от которой дальше, значит, ее дети, внуки правили после нее. Следовательно, эта женщина все же заслуживает внимания. И
те методы, которым она шла к этой власти, они были действенны, согласитесь? А теперь заговор. Да, читать, я думаю, что можно 6 раз в открытое окно перед важным событием. Можно, конечно, с другими работами это соединить. Можно отдельно читать. Но перед важным событием я читала 1 раз. Перед экзаменом я сдала экзамен. Так что оно работает. Каэлум солиум тера потестас адиува ме имикос ме оэ vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor caelum solium terra potestas adiuva me imicos me oe vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor caelum solium terra potestas adiuva me imicos me oe vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor caelum solium terra potestas adiuva me imicos me oe vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor caelum solium terra potestas adiuva me imicos me oe vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor caelum solium terra potestas adiuva me imicos me oe vincere comminuet eos adorabunt coram me caelum solium terra potestas itasit obtestor